Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже 1,5 года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для всех тех, кому удобен телеграм-канал, пишите мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, раскладов, обрядов, а также по вопросам обучения на картах Таро. У меня есть индивидуальное обучение на тех колодах карт Таро, которые вам больше интересны и больше нравятся, а есть 3 готовых курса. Это курс классической колоды Райдера Уэйта для новичков и для опытных тарологов. Это курс Безумной Луны, Триумф Луны Патрика Валенса. Ну а мы с вами начинаем. Сегодня с нами колода Призма Vision. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о разливе мазута в Керченском проливе. Пожалуйста, ставьте лайки, если вам действительно понравилось видео, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, которые происходят на нашем канале. Разлив мазута в Керченском проливе уже назвали экологической катастрофой, однако, несомненно, данное происшествие можно именовать не иначе как бедствие, полномасштабное и непоправимое. Серьезный урон нанесен флоре и фауне, а также людям, волонтерам, спасающим птиц в Черном море. 15 декабря 2024 года из-за перелома корпусов 2 российских танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239» в Керченском проливе произошел разлив мазута, который по плотности почти как вода и тяжелее ее. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность. Сегодня рассмотрим несколько теорий, версий, из-за чего могло произойти данное бедствие и к чему оно приведет по итогу. Прежде чем задать первый вопрос, хочу кое-что прояснить, чтобы вы тоже были в курсе. В интернете есть информация, что существует 2 лагеря, которые сейчас борются за власть в мире. По-другому их называют элиты или глобалисты. Мы с вами часто о них говорим в нашем видео. Глобальное правительство новых кодов матричной системы и представители кодов старых матричной системы. К представителям новых кодов относятся Россия и Соединенные Штаты Америки, старых Европа и Китай. Представители новых кодов матричной системы не так давно применили орешник на Украине, а представители старых кодов якобы ответили бедствием, произошедшим на Черном море. Каким образом у них это получилось, расскажу чуть позже. Но для начала вопросы напрямую связаны с тем, что мы сегодня будем обсуждать. Итак, карты, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос. Действительно ли существует 2 лагеря элит, борющихся сейчас за власть и устраивающих катастрофы в мире, дабы показать свою силу друг перед другом? А разменной монетой во всем этом являются люди. Да или нет? 8 кубков говорит о том, что что-то старое должно уйти. Вот старое уходит, оно уже не может оставаться более в этом мире. Да, действительно, туз мечей – это положительная карта, и туз мечей говорит о том, что еще не случилось самого страшного, самого полномасштабного бедствия, которое планировалось или планируется сейчас. Пока у нас мечи находятся в ножнах, да, нож у нас находится в ножнах, и что-то старое, если оно уйдет вовремя, они не применят какого-то оружия. Вполне возможно, речь идет о ядерном оружии, о каком-то ядерном взрыве. Да? Туз мечей говорит, что действительно существует 2 лагеря, и один из них должен уйти. Они друг перед другом должны показать свою силу, и поэтому они борются. Вот эти катастрофы устраивают, да, в мире, и, конечно же, страдают люди от всего от этого. Что у нас на дне колоды? На дне колоды 3 кубков. 3 кубков говорит о содружестве, о том, что кто-то кому-то должен пожать руку, и все это прекратится. Кто-то кому-то должен подчиниться, и кто-то должен уйти, потому что их время закончилось, или их время уходит, подходит к концу. Здесь действительно существует 2 лагеря разменной монеты, которые являются люди. Из-за этого происходят катастрофы, большинство катастроф, да. Я не говорю о том, что все катастрофы являются рукотворными в мире. Конечно же, нет. Но в большинстве своем это устраивают элиты. Является ли крушение танкеров «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239» заранее запланированным бедствием, как ответ представителей старых элит, старых кодов к новым элитам на запуск орешника? В Tiny Elephants это карта секрета. Секрет, никто не должен об этом знать.
Конечно, да, карта Солнца. Солнце – это положительное, взрыв эмоций или взрыв чего-то, подрыв чего-то, специально запланированный подрыв, о котором практически никто не знал или о котором знали только те, кто наверху. Обратите внимание, рука наверху, руки наверху – это глобальное правительство, это элиты, которые нами управляют, да. А карта Солнца говорит о каком-то взрыве или о крушении танкеров просто, да, то, что произошло. Мы еще уточним основную причину, почему именно произошло крушение, но здесь у нас ответ положительный. Является ли крушение танкеров Волга-нефть-212 и Волга-нефть-239 заранее запланированным бедствием? Очевидно, что да. Пятерка Пентаклей еще говорит о том, что, это само бедствие, да, собственно говоря, люди погибли, или один человек, как нам говорят, погиб, или много человек погибло, но нам просто об этом не говорят. Здесь об этом речь. Последует ли в ответ на крушение танкеров, мы же должны знать наше будущее, да, мы должны, возможно, предпринять какие-то действия, если мы сможем это сделать. Последует ли в ответ на крушение танкеров Волга-нефть-212 и Волга-нефть-239 в Керченском проливе новая катастрофа, которую устроит уже новая элита? Последует ли, да или нет? Десятка жезлов, какое-то обновление, уход от старого и переход к новому, строительство какого-то нового объекта, выход из старых кодов, выход в новую матрицу. Последует ли? Здесь последует какое-то действительно событие, где люди окажутся жертвами. Семерка Пентаклей. Здесь уже засеяно зерно. Я не вижу здесь пока старших арканов, потому что то, что планируется, пока не может прийти в исполнение. Они не могут пока свой план довести до конца. И да будет так, друзья мои, пусть у них ничего не получится. Здесь десятка жезлов, что-то старое должно уйти. Как бы тяжело людям это не было, как бы тяжело людям не было осознавать то, что что-то старое заканчивается, строительство какого-то нового мира, нового здания, или вообще новой жизни, да, новой матрицы. Десятка мечей, что повлечет за собой, конечно же, катастрофу какую-то, бедствие, где погибнут люди. Десятка мечей говорит о погибли людей. И семерка Пентаклей, семя уже засажено. Что у нас после семерки Пентаклей? Восьмерка жезлов, да, уже вот-вот идет, но они не могут привести в исполнение, потому что у них очень многие моменты не сходятся, не получаются, даже несмотря на те катастрофы, которые они устраивают, многие моменты не сходятся в их планах. Это не доведено до конца. Я надеюсь, что так оно и будет. Друзья мои, есть такой интересный момент. В данном произошедшем бедствии таких совпадений не бывает в тех катастрофах, которые не рукотворны и не запланированы заранее. Дело в том, что в авиакатастрофах, кораблекрушениях, убийствах, иных подобных происшествиях всегда вшиты определенные цифровые коды. Иначе никак. Мы живем в матричной системе, собственно. Волга-нефть-212 образует сложение цифр число 5. Волга-нефть-239 при сложении всех чисел 14, но при сложении еще раз цифру 5, соответственно. Простая математика, 5 плюс 5 это 10. 10-й старший аркан колесо фортуны. Запомните, пожалуйста, сейчас колесо фортуны. Топочный мазут, попавший в Черное море, мазут М100, где также высвечивается цифра 10, мы можем ее видеть. Волга-нефть-212 в день происшествия был впервые спущен на воду ровно 55 лет назад. Мы также здесь видим десятку. В гематрии это метод анализа, не считывается 0, поэтому 0 мы убираем и получаем вместо десятки единицу, число Бога. Един, один, один – это число Бога. Десятка – новая жизнь. О чем мы сейчас с вами говорили, да? Новая матрица. Единица как Бог выступает, новый Бог. Вопрос. Связано ли каким-либо образом крушение танкеров Волга-нефть-212 и 239 в Керченском проливе с тем, что нам декларирует этим самым переход на новое время, новую систему, где все поменяется, и люди будут жить совершенно по-другому? Захват людей, да? Людей держат в ежовых рукавицах. Король Пентаклей всем управляет, то есть элита всем управляет, потому что это король, это высший чин, а рыцарь, вот здесь кто-то держит рыцаря, да, как дерево держит рыцаря, удерживает его, как удерживает людей в ежовых рукавицах. Это новое время. Да, император правит, новый император придет. Приход нового императора, как приход антихриста опять, да, мы с вами говорили об этом и в раскладе про Илона Маска, и в раскладе The Economist, когда мы разбирали обложку журнала. Но пока не могут, они не могут. Вот четверка Пентаклей, они не могут никак перейти на новое время. Им уже давно пора. Вот такое ощущение, что давно пора уже. Но почему-то что-то не получается, не сходится. Вечно что-то мешает. Паш мечей. Вечно какие-то пазлы не складываются. Четверка Пентаклей не могут перейти, хотя должны уже. Должны управлять массами, то есть нами, да. Они и так нами управляют, но они хотят нас вообще. Вот Северная Корея 2.0. Кстати, о Северной Корее мы сегодня с вами поговорим. Действительно есть такое, да, но нет старших арканов, только император. Но и то император не вывозит. Такое ощущение, что они никак не могут перейти на это новое время.
Давайте дальше посмотрим. Теперь уже поговорим о данной конкретной катастрофе, точнее бедствии, друзья мои. Иначе я это не могу назвать. Говорят, что данные танкеры подлежали модернизации. Их укоротили, собственно. Нос танкеров присоединили к задней части, убрав середину, где, соответственно, остался шов. Действительно ли во время шторма в Керченском проливе были переломлены именно швы у танкера «Волга-нефть-212» и «239»? Потому что это официальная версия, что и, собственно, и послужило причиной бедствия. Действительно ли во время шторма в Керченском проливе были переломлены швы у танкеров «Волга-нефть-212» и «239», что и послужило причиной бедствия? Да, туз мечей – это положительная карта. Действительно, как разрубило что-то, да? Туз мечей вот разрубить, перерубить. Королева жезлов – это люди. Люди специально сделали, чтобы перерубило. Здесь люди замешаны либо в геофизическом плане я расскажу сейчас каком, либо здесь люди вручную сделали такой плохой шов, чтобы его разломило на части. Вот здесь либо одно, либо другое. Сейчас мы посмотрим. Скажите нам, пожалуйста, карты. Шов сварили плохо, я правильно понимаю? У танкеров 212 и 239 специально плохо сварили шов, чтобы его переломило во время шторма. А шторм как у нас появился, я вам сейчас расскажу. Если это действительно так, да? Действительно ли плохо сварили шов? Двойка жезлов, два танкера, да? Да, плохо у двух танкеров плохо сделали, специально плохо сделали люди в этом замешаны, да? Чтобы шов перерубило быстро. Были ли танкеры изначально неисправны? Вот кто-то говорил о том, что они были уже старые, но это понятное дело, да, ну сколько штормов они вроде как пережили, и вроде бы ничего. Но были ли они каким-либо образом неисправные, помимо вот этого шва? Были ли танкеры «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239» неисправны заранее? Девятка пентаклей, им уже нужно было отходить, да, ко сну. То есть это уже старые танкеры, которые нельзя было выпускать. Вот девятка – это стагнация, стоим на месте, все вроде хорошо уже, дом есть, все прекрасно, сад большой, красивый, да, уже все, уже нужно уходить на покой, уже нужно отдохнуть, уже нужно успокоиться. Но нет, их выпустили, их нельзя было выпускать. Двойка мечей, я не вижу ничего, да, я ничего не вижу, не могу ничего понять, куда мне идти, какой дорогой мне идти. Здесь сами танкеры были неисправны, еще и шов был плохой. Было ли элитами применено геофизическое оружие? Вот как раз о чем я хотела поговорить. Геофизическое оружие – это совокупность технологий и методов, разработанных для воздействия на природные процессы и явления на Земле с целью достижения, собственно говоря, определенного результата. Таким образом, мы понимаем, что шторм мог возникнуть неестественным путем. Его могло там не быть. Соответственно, шторм плюс плохо сваренный шов, получилось то, что танкеры потерпели крушение. Итак, было ли элитами, глобалистами, называйте их как хотите, применено геофизическое оружие? Вода. И сразу показывает воду и людей, король кубков. Король кубков, который отвернут от нас, уходит от ответственности. Ну, конечно, это рукотворное действие, да? Рукотворные действия, связанные вот со штормом, с водой. Дайте еще одну карту. Было ли элитами применено геофизическое оружие, которое как раз-таки вызвало этот шторм, после чего бедствие потерпели танкеры 212 и 239. Ну, конечно, друзья мои, все сделано специально. Тройка жезлов, все подстроено заранее. И король кубков говорит о том, что уходит от ответственности человек, который с высоким чином, высоким статусом, да, он отвернут от нас, и никогда, соответственно, его судить в жизни не будут. И даже не подумают, потому что он сидит на верхушке. Но он еще не на самой верхушке, он не император. Тем не менее, они устроили, люди, применили геофизическое оружие, чтобы шторм появился, чтобы он возник из ниоткуда. Такой вопрос, друзья. Являлось ли основным мотивом крушения танкеров 212 и 239 разлив мазута? Являлось ли основным мотивом крушения танкеров 212 и 239 именно разлив мазута? Да, карта влюбленные, карта выбора. Был выбор какой-то, как будто долго спорили и выбирали. Нужно либо вот это совершить, либо вот это совершить между двумя катастрофами, между двумя бедствиями. И в итоге решили именно крушение танкеров. Здесь был выбор. Но являлось ли основным мотивом именно в этом крушении танкеров разлив мазута в Черное море? Однозначно. Да, я же говорю, был выбор. Был выбор, они как-то поставили это на паузу сначала, хотя давно должны были дать ответку. Вот как на паузу поставили, подумали, выбрали и решили, что именно вот это бедствие лучше всего подойдет. Интересно. А получилось ли у них все то, что они задумали? Получилось ли у элит, я их так называю, друзья мои, получилось ли у глобалистов все то, что они задумали вот с бедствием на Черном море? Вот у них был такой план, получилось по-другому, да, могло же совершенно по-другому получиться. Получилось ли у глобалистов все то, что они задумали с Черным морем?
Получилось ли у них? Десятка жезлов. Да, получилось то, что вот новое нужно построить, да, или в новое нужно перейти. Вот что-то новое, строительство чего-то нового. Кстати, о строительстве чего-то нового в Северной Корее мы сегодня с вами поговорим, да, как это не грустно, но немного даже смешно. Мы поговорим сегодня с вами о новом курортном городке в Северной Корее. Здесь у нас тоже был курортный городок, но люди сюда не смогут ездить очень долгое время, да, десятка жезлов, поэтому вынуждены будут ехать в новый городок. Вот здесь об этом говорится. Действительно ли получилось у них все, что они задумали? В основном да, в основе своей да. Но здесь нет старших арканов. Всей семьей едут в новый город. Всей семьей люди едут отдыхать в новый город. Здесь нет старших арканов, поэтому это не главная катастрофа в 2025 году, которую они задумали, к сожалению. Но я надеюсь, что у них, друзья мои, ничего не получится. Давайте теперь посмотрим, знал ли кто-то из членов экипажа заранее о том, что произойдет это крушение. У нас часто бывает, что члены экипажа, будь то самолет, корабль, они заодно, да, с глобалистами. Так знал ли кто-то из членов экипажа танкеров «Волга-нефть» 212 и 239 заранее о том, что произойдет крушение и разлив мазута? Причастен ли кто-то? Девятка кубков. Кто-то в стороне как будто бы сидит и смотрит на это. Кто-то вот в стороне сидит и смотрит, как будто бы даже вполне возможно не находится на танкере, понимаете? Не находится на судне, но причастен каким-то образом к этому судну. Либо как владелец судна, понимаете? Вот здесь вот. Знал ли кто-то из членов экипажа заранее о том, что произойдет крушение танкеров «Волга-нефть» 212 и 239? Причастен ли кто-то? Рыцарь мечей, вот как лезет на рожон, пытается остановить. Кто-то знал, и вот тот, кто знал, его, скорее всего, и убили, друзья мои. Рыцарь мечей здесь пытается кто-то остановить, потому что я знаю тайну. И меня убивают. Меня убивают, потому что я знаю. А тот, кто причастен действительно, он сидит в сторонке и смотрит, и не находится там. Выход в дверь или проход через... В общем, туз пентаклей здесь это выход. Не находится человек на судне. Не находится человек на танкере. На танкере не было тех, кто действительно причастен. Был один человек, которого убили, умертвили. Но он погиб как будто бы не во время шторма, а его убил кто-то. И здесь, кто действительно причастен, он сидит в сторонке, смотрит, наблюдает, отвернут. Ну, на этого человека точно никогда не подумают. Друзья мои, давайте посмотрим, действительно ли погиб всего один человек. В крушении танкеров 212 и 239 действительно ли погиб всего один человек? Вот нам говорят, что всего один. Да, действительно, туз жезлов говорит о том, что здесь один человек погиб, во-первых, и это не была самоцель. Это не была целью, чтобы умертвить именно людей. Жертвы люди должны были быть в другой катастрофе. Но так как именно это бедствие случилось, здесь кто-то другой должен быть жертвой. И мы сейчас, кстати, об этих других, о птицах как раз-таки и поговорим. Действительно, здесь погиб один человек, которого убили, что скорее всего, потому что он слишком много знал или каким-то образом узнал, да. Королева Пентаклей – один человек. Это не обязательно женщина, да, у нас здесь женщины показано, нет. Это человек, который просто знает сокровенную тайну. Женщина держит Пентакль у груди. Я знаю тайну, и меня нет, потому что меня убили. По поводу птиц. В некоторых культурах птицы считались проводниками в другой мир. По верованиям славян, с помощью птиц можно было войти в мир мертвых. Очень много птиц погибло в Керченском проливе. К сожалению, во время бедствия и сейчас тоже умирают птицы. Связаны ли как-то смерти птиц с жертвоприношением и оккультизмом для вызова через них, через птиц? Некротики, потому что через птиц, именно как птицы считаются проводником, как я уже сказала, в иной мир. А значит, иные катастрофы будут на нашей земле. Давайте узнаем, так ли это. Связаны ли как-то смерти птиц в Керченском проливе с жертвоприношением и оккультизмом для вызова через птиц некротики, а значит иных катастроф, войн в наш мир? Связано ли это как-то с вызовом некротики в наш мир через птиц? Смерть. Смерть тех, кто ничего не может сделать. Смерть тех, кто не повинен вообще абсолютно ни в каких грехах. Девятка пентаклей, стою на месте, ничего не делаю, никому не мешаю. Двойка мечей, не могу выбраться. Птицы не могли выбраться, птицы никому ничем не мешали. Это просто птицы, просто животные, да, которые там погибли, тоже дельфины там погибли. Их смерть нужна была. Вот здесь мне пока об этом говорят. Является ли смерть птиц и дельфинов в Керченском проливе вызовом некротики в наш мир? Ну, конечно, в наш мир змея, в наш мир приходит хаос, да, змея сеет хаос. У нас какой год сейчас? Год змеи. Семерка кубков. Семерка кубков – это обман, это несчастье, это хитрость, это хаос, связанный со змеей, да, в наш мир. Открывается портал в параллельный мир. Через смерть тех животных, ни в чем не повинных, которые ничего никому не сделали, которые не могут никак выбраться.
Это в прямом смысле этого слова вызов некротики, друзья мои. Помните в Крокусе, что было, да? В Крокусе пускали как проекцию с журавлями. Это тоже переход в другой мир, и тоже вызывали некротику. Таким образом, я говорила об этом в своем раскладе на Крокус. Посмотрите, пожалуйста. Почему волонтеры сами убирают мазут? Собирают их в мешки, на это просто больно смотреть. Где вся техника? Почему ее не предоставляют? Когда такие бедствия случаются, это бедствие полномасштабное, друзья мои. Это не просто катастрофа. Здесь просто невозможно на это смотреть, как люди трудятся, не покладая рук своих. И травятся, да, этими парами мазута. Почему технику не предоставляет государство? Почему волонтеры сами убирают мазут в Керченском проливе? Как будто еще больше скидывают. Или как будто то, что убирают, обратно уходит в море. Нельзя, чтобы убирали. Вот нельзя, чтобы убирали, нужно, чтобы обратно в море уходило. Нужно, чтобы грязнее и грязнее море было, да? Как будто бы, чтобы все было на смарку, чтобы все было коту под хвост, вся их работа, да, карта маг. Иначе не получится то, что мы задумали. А мы для чего это делали? Мы делали это для того, чтобы что-то впустить, да, в этот мир, чтобы что-то сделать, чтобы выиграть, скажем так, да? Иначе ничего не получится, если они будут тут убираться, если мы технику какую-то дадим. Да, если технику дадим, то все вывезут, да? А зачем нам это нужно? Нам нужно, чтобы все было загрязнено. Нам нужно, чтобы ушло старое. Нужно, чтобы пришло новое. Собственно говоря, это специально делается, да? Это специально не обращают внимания на эту проблему. Почему-то не говорят о таком полномасштабном бедствии с экранов телевизора, да? Говорят там что-то, да? Ну, я не слышала, что это там вот какое-то бедствие, да? Ну, катастрофа и катастрофа. Почему-то не предпринимают никаких попыток, чтобы помочь волонтерам. Смогут ли устранить катастрофу, как скоро? Итог Керченского пролива, где произошло бедствие, да, где произошло крушение танкеров, вообще итог Черного моря. Смогут ли устранить катастрофу? Смогут ли устранить эту экологическую катастрофу? Если бы люди помогли, если бы вышестоящие люди помогли, если бы они пришли на помощь, пришли на взаимовыручку, все было бы гораздо быстрее. Если мы руками будем собирать, это будет долго. Четверка пентаклей, это еще будет долго продолжаться. В течение какого времени смогут устранить экологическую катастрофу в Черном море? В течение какого времени? Кубки – это не быстрая карта, королева мечей – это быстрая карта, но королева мечей здесь затыкает рот гусю, да? Закрывает ему рот, и поэтому 10 месяцев, 10 лет. Вот давайте так, от 10 месяцев, да? 10 месяцев. Потому что быстрая карта, здесь женщина закрывает рот. Женщина – представитель человечества, представитель элит, представитель правоохранительных органов, потому что это мечи. Закрывает рот гусю. Гусь, возможно, хотел как-то помочь или что-то сказать, да? Десятка кубков. Кубки – это не быстрая карта. Полноценная любовь здесь у нас показана на карте, но полноценная любовь, ее нужно взращивать, да? И десятка кубков – это либо 10 месяцев, от 10 месяцев до 10 лет. И последний вопрос, друзья, вот про Северную Корею, да, как раз в Северной Корее планируют построить туристический город с пляжами, внимание, в Северной Корее, что уже довольно странно для российских приезжих, для российских туристов. Будет ли это новым курортом вместо Анапы? Так как в Анапу сейчас люди, как вы понимаете, вряд ли смогут поехать. В Северной Корее планируют построить туристический город с пляжами. Будет ли это новым курортом вместо Анапы за доступную цену для российских туристов? Будут ли российские туристы вообще туда ездить? Борьба. Не хотим, не хочу туда. Очень много разговоров. Вот разговоров против, да? Как петиции какие-то, может быть, будут. Люди, причем люди, Паш это люди, но Паш это маленькая карта, понимаете? Люди такие маленькие по сравнению с ними. Но на самом деле мы очень большие, друзья мои. Я вам говорю об этом каждый расклад, о том, что в нас огромная сила. Если бы мы только любили друг друга, защищали, отстаивали интересы друг друга, а не только свои интересы, да, и вот будет какая-то борьба, какие-то петиции против. Люди не хотят, карта башня, стоят на месте, не хотят ехать в Северную Корею. Ну, кто-то, конечно, поедет, потому что карта башни – это все-таки большой, старший аркан. Люди не хотят ехать в туристический городок в Северной Корее, но, тем не менее, построено это именно для людей, потому что карта башня, городок, дом, какое-то здание около моря построено именно для людей. Но люди протестуют, бастуют. Да, люди протестуют, бастуют, очень остро это воспринимают. Два лагеря, люди, как обычно, разделены на два лагеря. Кто-то против, кто-то за, ну, как обычно у нас, да. СВО тоже начиналось у нас, кто-то был против, кто-то за. Тем не менее, люди не хотят в большинстве своем, потому что карты отрицательные, но город построен именно для этого, друзья мои. Это были все вопросы по танкерам. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях под видео. Самые интересные вопросы мы рассмотрим в шорт-видео. Пожалуйста, приходите к нам в телеграм-чат, где мы ежедневно публикуем мини-расклады по вопросам, которые вас волнуют. Друзья, переходите, пожалуйста, по QR-коду, либо по ссылке. А я вас очень люблю и до новых встреч!